Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Продолжаем прогулки по Лондону. Сегодня мы опять в Твикенхеме, где я хочу показать и рассказать о местном стадионе регби. Для начала расскажу, как добраться до стадиона. Самый простой способ из центра Лондона сесть на поезд на станции Waterloo, и через 20 минут вы уже в Твикенхеме. Надо прибыть на станцию с одноименным названием Твикенхем. Второй способ — это на метро до станции Ричмонд на District Line, то есть зеленой ветке. Далее надо сесть на автобус до Твикенхема. Также, если живете в соседних районах, то вы можете добраться сюда на автобусе. Соответственно, это районы Иллинг, Эктон, Хаммерсмит. Также на автобусе можно добраться из аэропорта Хитроу. Давайте теперь пройдем в сторону стадиона. Допустим, вы приехали на поезде до станции Твикенхем. Стадион находится с правой стороны. То есть выходим со станции и идем сразу направо. До стадиона идти минут 10. Если вы приехали на стадион в день, когда идет игра регби, то в этом направлении будут идти огромные массы народа. Пока идем до стадиона, наслаждаемся видами района Твикенхем. Я расскажу немного про стадион. Стадион является домашним для сборной Англии по регби. Также это самый большой стадион, специально построенный для регби. Среди же всех стадионов Великобритании это второй по размеру после футбольного стадиона Уэмбли. После недавней реконструкции стадион вмещает 82 тысячи человек. По размерам стадион Твикенхема является пятым стадионом в Европе. Недавно, в 2010 году, стадион отпраздновал свое столетие со дня первой игры в 1910 году. То есть на текущий момент, с момента первой игры прошло 113 лет. То есть стадион является историческим и поистине культовым. Помимо игр регби, которые проходят здесь практически каждую неделю по выходным, является любимым местом для многих местных жителей. Также стадион принимает большие концерты. Например, недавно здесь проходил единственный концерт Великобритании в рамках мирового турне Depeche Mode. Также из крупных концертов здесь проходил концерт Леди Гаги, Iron Maiden и концерт Эминема пару лет назад. Так. На горизонте уже видим стадион. Он поистине колоссальных размеров. То есть нам до него еще идти порядка 10 минут, но уже виден его масштаб.
В день игры, когда проходят матчи регби, дорога до стадиона, она, во-первых, полностью занята людьми, которые идут на игру, а также здесь проходит различная торговля. И, соответственно, каждый желающий может купить сувенир той команды, за которую он болеет, а также различные продукты. То есть хот-дог, бургер и так далее. Можно сказать, что каждая игра — это небольшой фестиваль, а также, можно сказать, и карнавал, так как многие люди наряжаются в различные костюмы, чтобы выделиться. Проходим симпатичные домики. По пути на стадион проходим одну из центральных дорог. То есть, если вы едете на машине, то можно достаточно быстро и удобно добраться до стадиона, на котором есть просторная парковка. То есть нам осталось пройти один квартал. Воспользуемся переходом. Это одна из основных дорог, чтобы выехать из Лондона на юго-запад. Нам нужно пройти еще один квартал, и мы будем у стадиона. Этот стадион является символом регби во всей Великобритании. И, соответственно, каждый поклонник этой игры знает, что это за стадион, и зачастую бывал здесь по много раз. Потихоньку подходим к стадиону. Перед стадионом находится очень красивая скульптура, которая показывает ключевой момент каждой игры регби. То есть это розыгрыш мяча. Можно посмотреть, как интересно сделана эта скульптура. Отсюда мы можем оценить весь масштаб стадиона. Немного обойдем его. Сегодня игры нету, поэтому около стадиона пусто. Идет дождь, поэтому людей немного на улице. Также на стадионе есть отель, как мы видим, Marriott. То есть, если вы хотите остановиться во время игры, то тут есть такая возможность.
Стадион находится в собственности регбийного союза Англии, то есть так называемый Rugby Football Union. Это одна из основных лиг регби Великобритании. Здесь находится их офис. По каким-то вопросам можно к ним подойти. Также в стадионе есть небольшой музей, который можно посетить. Мы потихоньку продвигаемся к центральному входу, через который обычно в день игры проходят болельщики. Также это является основным входом во время различных мероприятий, концертов, фестивалей и так далее. Так, вот мы видим музей. Всем советую его посетить. Это самый удобный способ это сделать, это прийти сюда в день игры. То есть вы можете посетить музей и игру одновременно. Впереди мы видим ворота. Здесь находятся турникеты, через которые в день игры пропускают всех людей. Так как сегодня игры нету, то все открыто. Так, отсюда можно увидеть масштаб и высоту стадиона. То есть, если отсюда попробовать посчитать, то высота стадиона равна высоте 10-15 этажного дома. Впереди видим большую парковку. Пробуем войти. Во время игры на месте этой парковки находятся места продажи уличной еды. Также зачастую здесь находится небольшая сцена с концертной площадкой. Пройдемся вокруг стадиона. На сам стадион зайти не получится, поэтому посмотрим его снаружи. Тут мы видим торговую точку Guinness. Этот бренд ирландского пива является одним из основных спонсоров всех игр регби. Видим большую табличку, плакат с символом английского регби. Это роза. Также тут есть несколько скульптур небольших над воротами, тоже достаточно интересными. Также здесь наверху есть лев. Это один из символов Великобритании. Очень интересное и величественное здание. На этом на сегодня все.
Если у вас есть возможность, всем советую прийти на игру. Это очень интересное живописное зрелище. Игры проходят практически каждую субботу, иногда в воскресенье. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем пока!